Всем привет! Это Мила, и сегодня у нас предпраздничное видео, в котором я расскажу вам, как русские люди празднуют Новый год. Ну что, начнем? Для начала немного истории. Давным-давно на Руси Новый год было принято отмечать не 1 января, как сейчас, а 1 марта, в первый день весны. В 1492 году церковь дала указ перенести дату празднования Нового года с 1 марта на 1 сентября, так как это был конец трудового года. Урожай был собран, и, получается, год был окончен. И только в начале XVIII века Петр I издал указ о перенесении даты празднования Нового года на 1 января, как это было принято в других европейских странах. Говорят, что в самом начале Петру I пришлось практически заставлять простых людей и своих приближенных украшать дома сосновыми ветками и не снимать их до 7 января. Кстати, традицию украшать елку русские переняли у французов, у которых было принято обвешивать елку конфетами, фруктами и бумажными фигурками. Елка – это один из главных атрибутов Нового года в России и постсоветских странах. А без чего еще нельзя представить Новый год по-русски? Салат оливье. Без этого салата просто невозможно себе представить новогодний стол. Салат этот, правда, не совсем русский, то есть создан он был в России, но французским шеф-поваром по имени Люсьен Оливьер. А это мой любимый салат «сельдь под шубой», или, как по-обычному его называют, «селедка под шубой». Звучит, конечно же, название очень странно, но поверьте, это очень вкусный салат. Пальчики оближите. А самый новогодний фрукт – это, конечно же, мандарины. А что же пьют русские на Новый год? Помимо водки. Конечно же, шампанское. Шампанское – это такой же важный атрибут Нового года, как и, например, салат оливье или мандаринки. Даже для детей придумали детское шампанское. Безалкогольное, конечно же. Считается, что традиция пить шампанское на Новый год появилась в 1960 году, когда власти решили обеспечить каждую советскую семью хотя бы одной бутылкой шампанского, советского шампанского. И с того времени мы не можем представить себе Новый год без этого напитка. И выпиваем один бокал, или больше, но обязательно один хотя бы бокал во время того, как бьют куранты. Бокал шампанского необходимо выпить с боем курантов и загадать желание, которое обязательно сбудется. Главное – правильно загадать. У русских есть уникальный метод загадывания желаний на Новый год. Значит, вот это вот все наши желания
На этот год. Что дальше с ними делать? Ну, дальше это надо сжечь, бросить в шампанское и выпить, пока бьют куранты. Итак, пока часы бьют 12, то есть пока бьют куранты, вам нужно записать ваше желание на небольшом листочке бумаги. Это важно, небольшом листочке бумаги. Вы поймете почему. Затем этот листочек вам нужно сжечь с использованием зажигалки или свечи. Главное не устроить пожар. Затем смешайте пепел, полученный от бумажки, в шампанское. И вам нужно выпить шампанское до того, как куранты пробьют 12, то есть до 12-го раза, когда вы будете слышать куранты. Это очень важно. Поверьте, это не так просто, как кажется. Я думаю, что Джеймс Бонд в этот момент отдыхает. У русских уже выработалась привычка быстро написать свое желание, сжечь, чтобы еще и не обжечься, добавить это, всю вот эту бурду в свое шампанское, в свой бокал и выпить это все в течение вот этих 12 ударов. Попробуйте и скажите мне, было ли это легко или сложно? Слушайте, она желание загадывает. Многие семьи садятся за стол примерно в 8 часов вечера, болтают, смотрят новогодние программы, и самое главное – это дождаться 12 часов ночи, посмотреть новогоднее обращение президента, загадать желание, выпить шампанское, поздравить родных и друзей с Новым годом и прослушать гимн страны, государственный гимн. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, Главным русским фильмом в новогоднюю ночь является «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это такая советская версия Home Alone. Правда, там история позапутаннее будет. Да и не мальчик там, а мужик пьяный. Да и не оставляют его дома, он сам вламывается в чужой дом. Ну, лучше сами посмотрите. В чем дело? Я не понимаю. К вам в квартиру! Да, я тут живу, с вашего А где, по-вашему, живу я? 3 дня. Это я не знаю. Это мне совершенно неинтересно. Безобразие какое-то. Главным персонажем Нового года является Дед Мороз. Это такой добрый, сказочный дедушка в красной или голубой шубе, с белой бородой, в валенках. На Новый год их, кстати, очень много в России. И у них еще при этом красный нос. Ну, потому что ходят они по морозу и согреваются кое-чем другим. Ездит Дед Мороз на 3 лошадей, а помогает ему его верная внучка Снегурочка. Кстати, Дед Мороз не всегда был таким белым и пушистым. В давние времена Дед Мороз был могучим языческим богом, а также олицетворял русские морозы. Под влиянием христианства дед разозлился и стал просто взбалмошным и дурным духом. А вернули его большевики в качестве символа Нового года.
Кстати, у Деда Мороза даже есть своя официальная резиденция в Великом Устюге, собственная почта и день рождения 18 ноября. По статистике, именно в это время в Великом Устюге наступают самые сильные морозы. Так что, если вы хотите увидеть Деда Мороза, нужно будет потеплее одеться. А внучка Снегурочка сопровождает Деда Мороза, начиная с 1937 года. У русских есть поговорка: «Как Новый год встретите, так его и проведете». Именно поэтому все стараются провести новогоднюю ночь в кругу друзей и близких. Знаешь же поговорку, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ну и что? Ну и что, и вот. Вот я подготовился. Вот такой у меня будет Новый год. Я, вот видишь, квартиру снял, так сказать, с евроремонтом. Стол, вот, видишь, как он говорил, черный, красный. Тут все всякие эти штуки. Шампанское самое дорогое купил. Женщина вот у меня красивая. Будет Новый год у меня. В связи с этим у русских также есть ряд других примет. Например, на новогоднюю ночь принято одевать все самое лучшее. Таким образом, вы показываете, вы встречаете Новый год во всем лучшем, во всем самом красивом. Вторая примета. На новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя спать, иначе весь год проведете в полудреме, то есть будете неактивным, не сможете сделать и достичь того, что вы планируете сделать в новом году. А на следующий год я в Новый год уснул. И что, потом весь год проспали? Десятимесячная кома. Смешно, по-твоему, да? Также на вашем столе должно стоять все самые лучшие блюда, которые вы можете приготовить. Это также является признаком достатка на следующий год. У русских также есть традиция отмечать Старый Новый год. Старый Новый год. Что вообще это значит? Старый Новый год – это дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Таким образом, русские отмечают 2 новых года – по старому и по новому стилю. Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. Таким образом, каждый желающий может допраздновать свой любимый праздник. Ну а я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с наступающим или уже наступившим Новым годом. Я желаю вам счастья, любви и успехов в изучении русского языка. Ура! Ура! Так, а что он дымится-то? С Новым годом! Thank you.